Взглянем на начало пути нашего героя. Человек, чья личность окутана не только тайной, но и мраком событий из прошлого. Этот мужчина, казалось бы, ничем не примечателен на первый взгляд, но за обыденной внешностью скрывается история, связанная с преступными деяниями, которые навсегда изменили его и жизнь окружающих. Отбыв наказание за свои действия, он шагнул в новый мир, где должен научиться жить заново. Его прошлое было обременено ошибками, которые невозможно забыть, но, возможно, с ними можно сосуществовать. Эти ошибки связаны с цепочкой событий, которые привели его сначала к преступлению, а затем и к заключению. Теперь он пытается выжить в новой реальности, используя необычный инструмент — YouTube, чтобы изменить свою судьбу и, может быть, даже себя. Как сложится его путь, это путешествие только начинается. Если вы думали, что история уже удивительна, то новые подробности, которые ждут вас, изменят ваше мнение о его попытках реабилитации. Свобода становится для нашего героя не просто физическим состоянием, но и сложным комплексом новых вызовов. Едва выйдя из тюрьмы, он оказывается на перекрестке между своим прошлым и будущим, где каждое решение может привести к дальнейшим последствиям. В этом новом для него мире маньяк сталкивается с недоверием и осуждением, но вместо того, чтобы спрятаться в тени, он решает принять на себя ответственность и начать заново. Обдумывая, как вновь обрести доверие, он задумывается о создании YouTube-канала. Это решение дается нелегко, риски огромны, а репутация хрупкая. Все же, он видит в этом платформу для искупления. Несмотря на внутреннюю борьбу и каждодневные сомнения, эта идея начинает прорастать в нем как надежда на вторую жизнь. Но сможет ли он справиться с нагрузкой общественного мнения, когда воспоминания о прошлом постоянно напоминают о себе? В его голове уже зреет план, но перед тем, как сделать первый шаг, необходимо тщательно обдумать концепцию и стратегию, потому что он понимает, что не имеет права на вторую ошибку. Этот выбор станет основой для его трансформации, и вскоре мы увидим, каким будет первый шаг на этом непростом пути. Создание YouTube-канала — это не просто выбор контента или привлечение подписчиков. Для нашего героя, бывшего маньяка, это жизненно важное решение, которое может определить его будущее. Его задача не только выбрать подходящую нишу, но и выстроить стратегию, которая поможет ему избежать осуждения и критики. Каждый шаг, от выбора темы видео до разработки стиля подачи материала, требует особого внимания. Наш герой понимает, что ошибки в прошлом не дают ему права на провалы и в настоящем. Итак, какой контент привлечет зрителей? Как сохранить искренность и честность, избежать очередного падения? Возможно, личные истории и откровения, сопровождаемые уроками из прошлого, окажутся ключом к завоеванию доверия зрителей. Или, может быть, стоит сосредоточиться на теме самосовершенствования и изменения. Этот выбор — основа его новой публичной жизни. Путь нелегок, но с каждым новым видео он готовит себя к следующему этапу, где его усилия будут испытываться на прочность новой аудитории. Но перед этим нашим героям предстоит непростой дебют, который станет проверкой его выдержки и воли. Прошло несколько недель напряженной работы, когда наш герой наконец решился загрузить свое первое видео на YouTube. Этот момент стал своего рода экзаменом для него. Подготовка закончилась, и пришло время столкнуться лицом к лицу с ожиданиями и реакцией зрителей. Тема видео была выбрана с особой тщательностью. Цель состояла в том, чтобы познакомить аудиторию с собой, оставляя место для догадок и размышлений, но при этом не скрывать правду о своем прошлом. Нажав кнопку «Опубликовать», он затаил дыхание, ожидая первых реакций. Зрители не заставили себя долго ждать. Под видео начали появляться комментарии, которые были полны самых разных эмоций. От осуждения и недоверия до любопытства и интереса. Некоторые подписчики приветствовали его смелость и способность открыто говорить о своей жизни, в то время как другие задавали неудобные вопросы, не жалея резких слов. Несмотря на сложные моменты, появление первых подписчиков вселило в него надежду. Это был сигнал о том, что его история находит отклик, что кто-то готов прислушаться и, возможно, даже присмотреться к изменившемуся человеку. Однако эти первые шаги на новом пути проложили дорогу из противоречий, ведь общественное мнение было далеко не единым. На фоне этой бурной реакции наш герой продолжает свое путешествие, где каждое новое видео становится попыткой утвердить свою новую идентичность. Впереди ожидается не просто признание, но и целый шторм сражений, в которых прошлое и настоящее столкнутся в непрерывной борьбе за будущее. После публикации первого видео в сети разразилась буря мнений. Наш герой столкнулся с завидной палитрой общественного восприятия. Одни пользователи со скепсисом, глядя на его прошлое, ставят под сомнение искренность раскаяния и считают его попытку вернуться в общество лишь пиар-ходом. После публикации первого видео в сети разразилась буря мнений. Наш герой столкнулся с завидной палитрой общественного восприятия. Одни пользователи со скепсисом, глядя на его прошлое, ставят под сомнение искренность раскаяния
и считают его попытку вернуться в общество лишь пиар-ходом. Однако есть и те, кто увидел в его намерении нечто большее — желание изменить и исправить свои прошлые ошибки, наставляя других на путь улучшений. Обсуждения разгораются на форумах и в социальных сетях, где каждый стремится высказать свое мнение. Казалось бы, уныние и страх должны поселиться в его душе под напором недоброжелателей, но вместе с тем наш герой черпает силы в поддержке от незнакомцев, которые выбрали верить и следить за его трансформацией. Эта публичная реакция становится трибуналом его судьбы. Каждый новый комментарий, лайк или дизлайк оказывает влияние на его душевное состояние и укрепляет в нем стремление продолжать свою миссию. История его искупления обретает новые смыслы в глазах сотен зрителей. Но как долго сможет наш герой выдерживать прессинг и внимание общества, когда на пути к искуплению прошлого его ожидают испытания гораздо более мощные, чем он мог себе представить? В этом непрерывном потоке внимания за ширмой экрана есть нечто большее, что кидает ему вызов и предвещает новые испытания на горизонте. Пытаясь обрести внутреннее спокойствие и искупить ошибки прошлого, наш герой на пороге нового этапа своей жизни начинает задаваться вопросами, которые преследовали его еще с времени заключения. Что значит настоящее искупление? И как его достичь в среде, в которой нет места для ошибок? Для него YouTube стал скорее неким терапевтическим методом, нежели просто платформой для контента. Его текущее путешествие не просто акт публичного покаяния, но и возможность переосмыслить жизнь заново. Он понимает, что за пределами камеры милосердие общества не безгранично, и каждый шаг требует ответственности. Ведь отказ от старой жизни в пользу новой внутренней борьбы — это ежедневный труд, где граница между искренним стремлением к исправлению и лицемерием невероятно тонка. Каждое видео, каждый комментарий может предопределить его путь. Они выступают не только инструментом самовыражения, но и зеркалом мотивации. В этом сложном процессе герой стремится осознать, что настоящие изменения начинают происходить лишь тогда, когда прошлое становится всего лишь тенью, а не тем, что управляет настоящим. И вот среди текущих размышлений и поисков искупления возникает нечто неожиданное, что снова изменит траекторию его трансформации. Конечно, нашему герою было бы удобно игнорировать негативные комментарии, но в этом заключается важный этап его трансформации. Появление критики может быть болезненным, но это и есть проверка его новообретенной устойчивости. Каждый резкий комментарий, словно напоминающий о прошлом шип, врезается в сознание, вспоминая о событиях, которые он сам мечтает забыть и исправить. Именно эти моменты заставляют его задуматься о необходимости притворять в жизни каждое слово, сказанное на словах с экрана, отвечая за действие. При этом добрые слова и поддержка подписчиков становятся как бальзам на раны, которые он самоотверженно старается залечить. Такие комментарии служат не только мотивацией продолжать съемки, но и небольшими оберегами, защищающими его от многих нападок. Они порой вызывают у него чувства, которых он давно не испытывал: надежду, веру в человечность и понимание, что не все люди склонны судить по обложке. В этом мире, где каждый имеет право на мнение, наш герой понимает, что истинная поддержка не в тех, кто льстит, а в тех, кто наставляет на истинный путь, даруя взамен веру в новый день. Эта тонкая грань между критикой и похвалой каждый раз ставит перед ним выбор — останавливаться или идти вперед. Как и любой человек, он ищет ответы в суматохе таких сложных взаимоотношений, в которых на кону нечто большее, чем просто онлайн-карьеру. Переход к следующему этапу, где внутренний голос оказывается наиболее значимым, ожидается быть полным размышлений и открытий. Но способен ли герой привыкнуть к этой критикующей, но в то же время мотивирующей среде, где мотивация может прийти из самых неожиданных мест? Пожалуй, его дальнейшие шаги покажут истинное влияние хейтеров и сторонников. Прошлое, как навязчивый призрак, преследует нашего героя даже в самые спокойные моменты его новых начинаний. Каждый раз, когда он просыпается, воспоминания о сделанных ошибках стараются проникнуть в его мысли, сомкнуть цепи вновь. Однако этот опыт стал и его учителем. Внутренние монологи — это его особая терапия, где он сам себе и пациент, и врач. В тишине этих размышлений он сталкивается с ключевыми вопросами. Может ли он искупить все задуманные грехи и как измерить истинность своих намерений? Осознавая, что будущее будет состоять из множества малых выборов, наш герой тщательно взвешивает каждый из них. YouTube стал для него своего рода дневником, но самым важным слушателем остается он сам. Каждое новое видео становится мощным катализатором изменений, окрашиваясь в разные оттенки надежды, вины и ответственности. Внутри него зрел новый человек, который ищет не просто понимание от мира, но и внутреннего согласия с самим собой. Тем не менее, в окружении продолжительных ночей и болезненной рефлексии он видит, что будущее может предложить перемирие со страданиями прошлого. Он понимает, что изменения требуют времени и осознания глубинной истины, но ценность в настоящем моменте невозможно переоценить. Эти монологи становятся его компасом, ведущим к новым горизонтам, где его усилия принесут плоды и вырастут в нечто большее, чем просто история одного человека. В этом сложном, но полном открытии процессе герою предстоит сделать шаг вперед, уже
уже без страха, только с верой и убежденностью в своем пути. Каждое его видео становится сценой, на которой наш герой стремится передать зрителям свои уроки и личный опыт, извлеченный из прошлого. Он понимает, что настоящие изменения начинаются изнутри и старается донести эту простую, но глубокую мысль до своей аудитории. Через свои ролики он рассказывает о том, что даже самые темные моменты могут стать отправной точкой для чего-то великого, если сделать правильный выбор. Посредством искренних бесед и откровенно рассказанных историй герой делится своими откровениями о важности ответственности, честности и поиска внутреннего умиротворения. Он убежден, что каждый, вне зависимости от прошлого, может стать лучше, и важнейшую роль здесь играет способность признать свои ошибки и трудиться над их исправлением. Это не всегда легко, но преображение возможно для каждого, кто не боится взглянуть в лицо своим страхам и недостаткам. Его аудитория постепенно растет, и вместе с новым пониманием приходит шанс изменить и другие жизни. Каждое новое видео становится мостом для тех, кто борется с собственными демонами, внося в процесс надежду и веру в возможность изменений. Но сможет ли он действительно повлиять на сердца своих зрителей и помочь им изменить свою судьбу? В его глазах виднеется неутомимое стремление даровать надежду, но на его пути к этому лежат еще задачи, которые необходимо разрешить для истинного искупления. Наш герой уже не тот человек, который впервые создал свой канал. Пройдя через критику и немногочисленные моменты поддержки, каждый следующий шаг в его стратегии все яснее принимает очертания. Он осознал, что его история может не только привлекать внимательное наблюдение, но и быть примером того, что прошлое не всегда должно определять настоящее. Стремясь расширить свое воздействие и привлечь большее количество людей, герой размышляет о новых форматах и темах для канала. Возможно, он начнет интегрировать в свои выпуски истории других людей, которые также испытали трансформации, а его платформа станет местом для обмена жизнеутверждающими переживаниями. Он также рассматривает альтернативные медиа, такие как подкасты, чтобы углубляться в более длительные разговоры о сложных аспектах изменений и переоткрытия себя. Но важнее всего то, что он никогда не теряет из вида своих изначальных целей. Искренность, честность и возможность стать источником надежды для тех, кто также озадачен мыслями о собственных прошлых проступках. Несмотря на все вызовы, наш герой верит, что путь вперед возможен, если сохранять уверенность в своих намерениях. Этот новый этап на горизонте обещает быть не меньше насыщенным, полным тайн и возможностей, когда общество с интересом будет следить за каждым его шагом. И кто знает, может быть, эти планы окажутся еще более значительными, чем он сам предполагал. Этическая сторона истории нашего героя — это лабиринт, полный тернистых дорожек и острых углов. С одной стороны, можно задаваться вопросом, имеет ли бывший маньяк право начать все с чистого листа, используя публичное пространство. Не все готовы поверить в его искренность. Некоторым кажется, что его действие — лишь попытка вернуть себе позитивное внимание, не задумываясь о чувствах жертв его прошлого. Другие же полагают, что каждый человек достоин второго шанса. Если он искренне стремится к улучшениям, почему бы не разрешить ему это? Ведь публичная саморефлексия и неустанное стремление к саморазвитию могут служить важным примером для тех, кто ищет свои пути к искуплению. Может ли YouTube стать трибуной, где старые ошибки могут обрести столь же значимое исправление? Но граница между искренностью и лицемерием тонка, и зрители внимательно следят за его шагами. Каждый его шаг оценивается с этой точки зрения, поднимая вопросы о том, стоит ли вообще людям, совершившим серьезные ошибки в прошлом, использовать такие платформы для искупления. В этой моральной дилемме ответственность за выработку новых этических норм и параметров падает как на общество, так и на самого человека, пытающегося вновь заработать доверие и уважение. И только время покажет, как эта сложная история будет воспринята в широкой общественности и в какой мере общество готово дать шанс на трансформацию.